Рис белый, не шлифованный. Содержание клетчатки 3 грамма, белки 7 граммов, жиры 1 грамм, углеводы 74 грамма. Белый рис часто относят к бесполезным продуктам, но вы видите, что это не так. Рис содержит очень много кремния – 333% от суточной нормы. Кремний помогает в формировании костной и хрящевой ткани, поддерживает сосуды эластичными и прочными, нормализует работу сердца и сосудов, активизирует усвоение кальция и других минералов. Белый рис также содержит много марганца – 63% от суточной нормы. Марганец активно влияет на обмен белков, углеводов и жиров. Важной также считается его способность усиливать действие инсулина и поддерживать определенный уровень холестерина в крови. В присутствии марганца организм лучше использует жиры, повышает усвояемость меди. Также микроэлемент регулирует процессы кроветворения, усиливает синтез гормонов щитовидной железы, тироксина и трииодтиронина, участвует в синтезе интерферона и поддерживает нормальную свертываемость крови. Остальные нутриенты также присутствуют в белом рисе, однако все, что ниже 30%, в целях экономии времени рассматривать не будем. Окончательные выводы мы сделаем в конце. Однако уже сейчас можно смело сказать, что белый рис – это отличный источник кремния и хороший источник марганца. Если вы ищете рис для суши, то это однозначно белый рис. Однако имейте в виду, этот рис имеет более высокий гликемический индекс. Другими словами, наш организм расщепляет его быстрее, создавая более высокий уровень глюкозы в крови и способствуя более высокому уровню инсулиновой реакции. Это может быть критично для диабетиков. Далее. Рис черный. Его называют также дикий, индийский, цициания. Содержание клетчатки 6,2 грамма, белки 15 грамм, жиры 1 грамм, углеводы 59 грамм. Сразу обращаем ваше внимание на то, что черный рис содержит в 100 граммах 31% клетчатки, а это треть суточной нормы. Также этот рис в 100 граммах содержит 15 граммов белка. Это столько же белка, сколько содержится в 100 граммах творога. Так что черный рис – отличный источник растительного белка. Черный рис также содержит марганец 67%, фосфор 54%, медь 52%, цинк 50%, магний 44%, витамин ПП 34%. Удивительно, в 100 граммах черного риса содержится половина суточной нормы таких ценнейших минералов, как медь, цинк, магний. Более того, эти минералы поступают в организм в органическом виде, в окружении протеинов, а значит усвоятся на 100%. О пользе меди, цинка и магния можно рассказывать часами. И скорее всего вы знаете много полезного об этих минералах. Но хочется добавить немного о витамине ПП, ниацине, который черный рис содержит также достаточно – 34% от суточной нормы. Витамин ПП необходим для выделения энергии из углеводов и жиров для белкового обмена. Входит в состав ферментов, обеспечивающих клеточное дыхание. Ниацин нормализует работу желудка и поджелудочной железы. Никотиновая кислота благоприятно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Поддерживает в здоровом состоянии кожу, слизистую оболочку кишечника и ротовой полости. Участвует в обеспечении нормального зрения, улучшает кровоснабжение и снижает повышенное давление. Витамин ПП понижает риск сахарного диабета, тромбоцита, гипертонии и выводит из организма токсичные соединения. Далее. Коричневый рис. Его называют также бурый рис. Содержание клетчатки 3,6 грамма, белки 8 грамм, жиры 3 грамма, углеводы 73 грамма. Согласно таблице, коричневый рис – рекордсмен по содержанию марганца. В 100 граммах данного риса содержится 143% марганца, а также фосфор 39%, витамин В1 36%, витамин ПП 33%, селен 31%, медь 30%, ну и магний 29%.
О пользе фосфора можно сказать кратко. Если вы получаете достаточно фосфора, то это здоровые кости, здоровые зубы, детоксикация организма, кислотно-щелочной баланс, энергия, работа мозга, рост и развитие и многое другое. Хочется еще вспомнить о витамине В1, которого в буром рисе также достаточно. Витамин В1, тиамин, играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене. Защищает мембраны клеток от токсического воздействия продуктов окисления, стимулирует рост костей, мышц, нормализует аппетит, замедляет процессы старения. И еще много в коричневом рисе селена – 31%. Селен часто называют микроэлементом для долгожителей, поскольку он наделен уникальными омолаживающими свойствами. Селен обладает выраженными антиоксидантными свойствами, сравнимыми по своей эффективности с токоферолом, витамином Е. Элемент нейтрализует старящее тело свободные радикалы, окисляя их. В результате поддерживается полноценное образование коллагена, обеспечивающего упругость кожи и эластичность сосудов. Селен способствует сохранению целостности нуклеиновых кислот, что помогает снизить риск мутаций, протекающих на генном уровне, и обеспечить передачу наследственной информации, и многое другое. Сейчас на экране сравнительная таблица 3 видов риса. Смотря на те или иные нутриенты, вы сами можете увидеть преимущества того или иного вида риса. Чтобы не забыть этих данных, рекомендуем добавить данное видео в плейлист или сделать на него закладку. Также напишите в комментариях обзор каких продуктов сделать для вас в следующий раз.